Значит, у нас есть вот такая конфигурация сервера. PHP можно использовать и ниже, но желательно 7.2, конечно же. Единственное, что тут такого понадобится, это кодировка данных в JSON, и в связи с этим требования PHP 5.7, по-моему, или что-то такое. В общем, как-то так. У нас есть определенный товар. В данном случае это услуга. Значит, так как это было сделано под определенные требования определенного заказчика, то здесь, конечно же, есть определенные правила проверки, условия и так далее, но в принципе на самом деле все очень просто, и я объясню, как работает система отзывов. То есть, в данной ситуации мне надо заказать товар, оформить заказ. Сейчас будет ошибка, потому что SwiftMailer не настроен. Итак, теперь получается я могу оставлять отзывы. Значит, получается, после того, как я добавляю отзывы, мне Яксиком подгружается форма для отзывов. Значит, вот такие вот интересные, красивые звездочки я нашел. Кстати, искал их около 2-3 часов, наверное, потратил, чтобы найти нормальные. Получается, мы с клиентом подумали и решили сделать так. У нас есть определенная услуга. К этой услуге у нас идет 5 критериев. То есть получается так, что человек, допустим, заказывает какую-то услугу, он хочет оставить отзыв, и он оценивает 5 критериев. Соответственно, это все учитывается. Допустим, я сейчас оценю каким-то случайным образом, добавлю текст, отправлю. Хорошо сделал, проверки всякие. Сейчас мой компьютер подумает и примет правильное решение, я надеюсь. В общем, там какая-то ошибка, неважно. Главное, что комментарий на данный момент есть. Получается, здесь выводится в итоге средняя оценка пользователя. То есть он оценил 5 критериев, высчитывается средняя его оценка, допустим, 4,7, и, соответственно, количество звездочек ставится здесь. Значит, как видите, только после проверки модератором будет опубликован этот отзыв, и, соответственно, после проверки он может повлиять на общий рейтинг товара. Сейчас я зайду в административную панель, найду комментарии, отзывы, точнее, опубликую его. Новый снят, опубликован. Значит, получается, я обновил рейтинг материала, опубликовав его, выполняя роль модератора в данный момент. И получается, вот, собственно, рейтинг. Выглядит он вот таким вот образом. Здесь я вывожу, получается, его общую оценку на данный момент, она 4,45, как вы можете видеть. И получается еще дополнительно каждый из этих показателей его тоже среднюю оценку. Но это все так, может быть, для кого-то громоздко звучит, но на самом деле это для меня уже очень легко. Здесь получается, так как я оставлял отзыв, я сейчас чуть-чуть переделаю.
Значит, смотрите, получается, я оставлял следующие оценки 5, 4, 3, 4, 5. То есть в среднем получается почти 5. Хотя есть и одна четверка, но здесь есть две пятерки также. Получается, теперь я еще раз добавлю второй отзыв. И, допустим, я поставлю все единицы. И посмотрим, что получится. Но опять же, здесь какая-то ошибка. Я уже не помню, что там происходит. Почему она выскакивает. Главное, что все работает. То, что нужно вам показать, собственно. Публиковать, сохранить. Получается вот такая вот штучка. Что... Получается, второй раз, когда я проголосовал, рейтинг материала уже снизился, естественно, из-за того, что, вернее, услуги, из-за того, что моя оценка одни единицы. Теперь я как бы проголосую еще раз. Сымитирую как бы голосование следующего пользователя и поставлю одни пятерки. Как видите, тут анимируется эта штучка, что мне очень понравилось, как бы другие звездочки не давали такого результата, и плюс ко всему другие звездочки мне не давали возможность в общем, получить данные голоса, собственно. Так как я их получаю здесь с помощью JS, мне были другие варианты не совсем удобные. И опять же я отправляю, опять какая-то там ошибка. И здесь я сейчас, да, в принципе, могу прям через базу. Нет, через базу не могу. Тогда не обновится рейтинг, список отзывов. Как видите, здесь есть пометочка «Новый» у меня. Опубликован, сохранить. Обновляем. И получается, был 2 с чем-то. И получается, сейчас он уже 3.29. И опять же, смотрите, получается, здесь я вывожу средние оценки по этим показателям. То есть, как это все происходит. Как видите, у нас есть... вот такой вот JSON-чик. Конечно, его можно было бы не кавычить здесь, так как это просто целочисленные значения. Но какая, собственно, разница, да? Хорошо. Значит, получается, у нас есть Product ID 437. И вот эти 3 значения являются как бы на данный момент его рейтингом. Здесь у меня в продукте 437 где-то должен быть, собственно, рейтинг. Сейчас я его найду, и вот он у меня есть. Получается, здесь у меня сложный JSON. Ну как сложный, он просто большой. Вот такой. Сейчас я попробую сделать его более читаемым. Надеюсь, кому-то это видео пригодится. Потому что на то, чтобы составить вот эту вот формулу, у меня ушло несколько дней. Теперь, получается, я добавляю отзыв. И у нас есть здесь звездочки. Получается, звездочки эти значат количество, как бы, оценка определенного критерия от 1 до 5. В базу данных я записываю следующим образом.
это максимальная пятерка. Я проголосовал, как помните, 2 раза по пятерке я поставил. И 1 раз по полной единице. А 1 раз я проголосовал, получается так. 5, 4, 3, 4, 5. То есть все здесь правильно. Получается, я 2 раза поставил пятерку первому критерию и 1 раз поставил единицу. Проголосовал всего 3 раза, и получается здесь как раз эти 3 раза, как видите, rate total 3. Получается, если здесь сложить все, то получается 3 раза все проголосовал. Здесь я вывод сделал именно, вернее, сохранение информации о каждом. То есть, допустим, можно еще усложнить эту систему рейтинга, в смысле вывод, сделать еще сложнее. Допустим, нажимаешь на качество, здесь появляется 5 звезд, допустим, проголосовало столько раз, 4 звезды проголосовало, ну типа как на Google Play сделано. Если мы сейчас посмотрим Google Play, ну и зайдем в какое-нибудь приложение, первое попавшееся, то здесь мы видим, да, получается, за 5 проголосовало столько людей, за 4 проголосовало столько, за 3, 2, ну и так далее. То есть с помощью вот этого поля A, мы можем еще более уникально сделать эту систему. То есть эти данные уже я сохраняю, и их просто можно вывести. То есть, допустим, по клику, либо же как-то вверху, либо же здесь, допустим, как-то сделать, либо чуть-чуть увеличить ее, ну, это уже от вашей фантазии зависит, конечно, но основная информация, которая сейчас доступна, это общий рейтинг товара в виде отображения цифр, общий рейтинг товара в виде звездочек, всего проголосовало количество людей, также отображение количества, вернее, отображение оценки для каждого из критериев, а также отображение визуального графика для показателя, ну, как бы оценки каждого критерия. То есть, как это правильно выразить, я сейчас не сформулирую. Значит, вот у нас есть как бы HTML, и получается он у нас находится в файле com.html. Значит, что я здесь проверяю? Я здесь добавляю айдишник куда-то там, где-то там он у меня есть, это точно. Айдишничек. Ладно, через поиск попробую найти. Просто я делал эту систему рейтинга давно, поэтому где-то месяца 4-5, короче, полгода назад. Поэтому, значит, смотрите, получается, ну, в принципе, HTML довольно-таки банальный. Единственное, здесь я вывожу разные коды для, получается, на данном сайте есть товар, а есть услуга. То есть товар оценивается по одному критерию, то есть просто он оценивается хороший либо плохой товар, получается. А услуги уже оцениваются по 5 критериям. Как это все реализовано внутри этой системы, которую я вам демонстрирую, ну, это в принципе не важно. Главное то, что я вам покажу, как это реализовать внутри, в принципе, любой системы, если вы, ну, более-менее соображаете в программировании. То есть, в принципе, я попытаюсь максимально разжевать, и уже, конечно, все зависит чисто от вас, либо вы можете обращаться ко мне, я вам подскажу, может быть, даже помогу. Получается, вот смотрите, у меня разный HTML выводится, если я services, ну это сокращенно SER, приравнивается единице. То есть я передаю через Ajax, а именно HTML, ну, в общем, XML и HTTP request,
сюда штучки эти. Значит, изначально у меня, если, допустим, такая всплывающая форма, ну это разные просто получается, есть всплывающая форма, есть как бы для поисковых систем вывод, но это уже, конечно, я углубляюсь. Для поисковых систем вывод именно просто сервер-сайд рендеринг, так называемый. И вот, если я, допустим, загрузил эту страничку, да, и нажал на отзывы, то мне приходит HTML форма. Если я добавить отзыв, нажимаю раз, она подгрузилась. То есть вот так мы ее видим визуально. Вот так она выглядит в коде. То есть у нас есть определенный div. Сюда мы, получается, нажимая на кнопку «Добавить», вот здесь была кнопка «Добавить отзыв», нажимая на кнопку «Добавить» первый раз, мы запрашиваем эту форму и, получается, передаем в нее определенные параметры, а именно услуга это или нет. То есть, если это, допустим, я передаю определенный параметр PS, то и он приравнивается к services, то получается, services приравнивается единице, то есть true, правда, и получается я вывожу форму с вот такой вот сложной как бы системой оценки из 5 критериев. Если же я передаю этот параметр без services, то получается это у меня обычный товар, и он будет иметь только одну систему как бы оценивания. То есть здесь всего не 5 будет звездочек в столбик, а только одни звездочки эти. Но в общем-то, в принципе, это не критично сейчас во всем этом, конечно, разбираться. Главное, что значит, смотрите, в эту форму я передаю, опять же, сервис, то есть услуга это или продукт, и айдишник. Прям в незашифрованном виде, то есть как он есть, я передаю его. И получается, что у нас есть здесь правила, там все дела. И вот пошел JavaScript. Значит, здесь, в принципе, он, я не думаю, что такой сложный прям. У нас есть обычные переменные. Получается, если, идет проверка, если а это именно rate value в rate 1 у нас имеется, то мы выполняем следующий код. Если нет, то мы вызываем вот такой вот текст сообщения введем, допустим, да, и если пользователь вдруг забыл оценить, я показываю ему вот такое вот сообщение как бы об ошибке. Далее, получается, здесь опять у меня идет проверка продукт, то есть услуга или сервис, вернее услуга или товар, это у нас товар, это у нас услуга. Если у нас только услуга, вернее, если только товар, то я передаю только один параметр в уже комментарий Ajax. Вот сюда вот. Так. И получается, что опять же я здесь проверяю, все ли критерии были оценены, то есть если один или несколько критериев не были оценены, опять выводим сообщение об ошибке. То есть один забыл человек оценить, естественно, можно подсветить ему, какой именно критерий, но я уже не стал это делать, это уже было чересчур для данного заказчика. Далее,
мы проверяем, в смысле я проверяю, заполнен ли текст. После чего, если это goods, наверное, ну, в общем-то, не знаю, что это G. Ну да, если ошибок нет, получается G это вывод ошибок. То есть, смотрите, получается, если я в товаре не нажал на звездочки, то я вывожу ошибку. И если я в услуге, там где у меня 5 этих звездочек, я не нажал одну или несколько звездочек, то я опять же вывожу ошибку. И J у меня принимает параметр false. И изначально он должен быть true. То есть если J у меня true, то есть если нет никаких ошибок, то я отправляю данные на сервер. Что я передаю? Значит, ну, ссылка, в принципе, у вас будет своя. То есть вам нужно какую-то ссылку, получается, добавить. Это может быть просто индекс PHP или же какой-то другой обработчик, куда будут, собственно, приходить данные. Данные, как бы у меня они приходят, естественно, на мой контроллер специальный. Ну, у вас он может быть свой, либо же просто отдельный PHP файл. Значит, они приходят у меня по этому адресу. И данные передаются следующий location, то есть страница, откуда отправляются данные. Как бы JavaScript, ну, насколько я пробовал сам, как бы рыл информацию, но вроде бы как location href как бы подделать, ну, либо же невозможно, либо же трудно. Дальше. Что именно я хочу, ну, как бы получить от сервера? Я хочу ему задать какой-то параметр, то есть я здесь пишу set переменную, и получается, ну, в нее передаю там определенно для себя параметр. Это мог бы быть, допустим, вообще тут какая-нибудь звездочка, но я, чтобы как бы понимать, система так все-таки большая и все не упомнишь, я передаю именно такой параметр set form comment. Ну, получается, отправить или как бы задействовать, дать форму комментариев. Значит, void я передаю массив. То есть, получается, вот эти все звездочки я передаю в виде массива. То есть, первый элемент массива это качество, потом вежливость, ну и так далее. Так, дальше разбираем HTML. В общем-то, и JS. После того, как мы послали массив void, мы также передаем текст. Ну, в смысле я. Ну, вы можете взять это, можете не брать. Потом мы передаем услуга или товар, ну и айдишник, конечно же. Где мы берем эти переменные? Вот здесь, в этой кнопочке. Ну и вот, получается, прилетают данные через, естественно, систему, в которой это все лежит. Вот таким вот образом. Значит, ну, тут у меня такой смешной комментарий, написано как бы контроллер. То есть я сначала делал все по видеоурокам определенным, потом мне это стало дико напрягать, потому что, во-первых, сроки поджимали очень сильно, во-вторых, как-то мне вот это вот все, ну, не очень нравится. Тут в моделях лежит каждый раз, и файлы надо создавать новые, и тут, допустим, вот в user и много данных, да. Ну, в общем, ладно, то мои уже такие забабоны. Значит, прилетают данные из этой вот формы. Прилетают данные из этой формы вот сюда, в обработчик этих данных. Значит, здесь я получаю все данные. Ну, в принципе, это можно с помощью PDU сделать, как бы то, что я, допустим, Redband использую.
можете сейчас увидеть. Значит, вот он просто подгружается, и в namespace'ах я его сделал, ну, в смысле, этот автор курсов сделал так. Теперь, получается, мы берем все товары, в смысле, все данные из определенного товара. И нет, здесь мы берем все данные из определенного комментария, где продукт ID у нас равен, здесь дата ID. И публикация этих комментариев равна 1 или 2. И получается order сортируем по ID-шнику, и лимит 50 штук. Но дело в том, что здесь не было задачи там какую-то сверхсложную систему комментариев сделать, и поэтому как бы имеем то, что имеем. Но главное это рейтинг. Значит, здесь идут различные проверки, и получается, я получаю пользователя из своей системы. В принципе, вам это особо, наверное, не важно, как вы там получите пользователя, как вы найдете свои какие-то данные. Главное для вас это именно рейтинг, естественно. Значит, у меня идут здесь разные проверки. Естественно, это, допустим, если пользователь у меня здесь, если пользователь купил этот товар, и он имеет право комментировать, то есть ему не запрещены комментарии, и он не является поставщиком этого товара, то есть, допустим, сам создал его на этом сайте, то есть здесь такой очень простенький marketplace идет. И если он сам его не создал, то фактически я ему отображаю систему. В смысле, как бы добавить отзыв, я ему отображаю. Если же нет, там идут разные проверки, и как бы прилетают эти комментарии. Значит, каким образом, в итоге получается из этого файлика, который я прикреплю вам, прилетают, собственно, из вот этой вот формы всей прилетают данные в итоге, проходя через систему, сюда. И вот отображение у нас комментариев. Здесь у нас сервис or products идет равно услуги. В принципе, значит, здесь у нас услуги, где же вы? Короче, не важно. Это вам, это нам не важно. Если там не нашло никаких ошибок, в общем-то, то я отображаю форму для комментариев. И теперь получается так, здесь у меня идут несколько проверок, то есть если пользователь оставил комментарий и он еще не опубликован, то я ему вывожу такое сообщение, что ваш комментарий находится там на проверке. В общем, дальше у меня идет как бы сам рейтинг, формула рейтинга. Вот такая вот. Значит, здесь идут 5 критериев. Получается так, что рейтинг array 0 это первый критерий, рейтинг array 1 это, естественно, второй критерий и так далее. Далее рейтинг integer у меня умножается на определенное количество
Ну, в принципе, здесь можно было, допустим, сделать 5, 20 и 0,5, но что-то мне так захотелось по-другому чуть переписать это. И, ну, в общем, на самом деле это все я придумал. И, ну, это не то, что там звезда у меня говорит, ну, просто, что я нигде это не взял, нигде это не увидел, а просто вот взял и придумал сам, поэтому, может быть, это покажется для кого-то сложно. Но на самом деле все очень просто. Значит, первый критерий имеет самый больший вес. То есть, получается как? У нас вот общая оценка, она складывается из оценивания вот этих всех критериев. Но качество имеет наибольший вес. То есть, допустим, если здесь поставят даже... Нет, в смысле, если даже здесь везде будет по единице, но здесь будет 5, то получается как бы общий рейтинг будет больше, чем средний был бы по, допустим, если бы было 5, нет, так, 5 и 1, или нет, наоборот, 5, 1, 1, 1, 1, то качество все равно будет преобладающим критерием для оценки одного пользователя. Я понимаю, конечно, что это может быть забубонисто звучит, но значит, как бы оценку эту качества я умножаю на 50, то есть это некий коэффициент. И также умножаю на один общий коэффициент. Вместе получается у нас здесь 20 умножить на 5 получается 100. То есть вот вместе вот это как бы процентное соотношение при умножении. То есть каждый из критериев я умножаю на определенный процент. И точно так же здесь 50 плюс 10, 10 плюс 25 будет тоже 100. И в итоге все вот это, вот, чтобы получить общий рейтинг, я умножаю еще на 100, а потом делю на 10 тысяч. Дальше я получаю round, то есть округляю рейтинг, умножаю на 5 и делю на 100. И, в общем-то, здесь у меня идет проверка, если это услуга, то здесь получается 5 критериев. Если это продукт, ну, товар, то здесь только один критерий. И получается, что count у нас будет всегда 5. То есть здесь, допустим, будет получаться 4 и 3, а здесь 5. Мы отнимаем от 4 и 3. И выводим сразу мы среднюю оценку. Сразу мы выводим среднюю оценку. Значит, здесь я сделал, получается, после того, как я отправляю по Аяксу эту систему, то комментарий сразу появляется здесь. Естественно, там чистится от кодов, всяких ненужных символов. И, соответственно, я вывожу определенное количество звездочек вот в этом месте. Как бы тут, конечно, такой затык был, пока я все это сделал. Здесь, получается, у меня идет каунт для звездочек. Я понял, вспомнил, для чего этот каунт. Он для звездочек. То есть, получается, у меня количество вот этих не пустых звездочек. Вот 1, допустим, здесь 4, здесь 5. Количество не пустых звездочек зависит от вот этого каунта и, соответственно, средней оценки пользователя, то есть которую я фактически здесь уже и рассчитал. То есть вот вам готовая формула фактически. Ну, если вы ради нее смотрели это видео, то, пожалуйста, получайте. У нас, например, приходят данные в виде массива, то есть array, допустим, 5, 4, 5, 4, 3, 3, 2. И дальше я ввожу эти звездочки в out. Дальше
Коммент 1 одобренные для всех. То есть получается, если уже есть комментарии какие-то, то при Аяксе при Аякс запросе я вывожу уже эти все комментарии. Значит, сама формула просчета выглядит следующим образом. Как бы где она находится, я уже не помню, поэтому надо найти. Возможно, здесь. Хорошо, не здесь. Да, она находится в административной части сайта. App, Controllers, Admin, Product, Comment Controller. И у нас, скорее всего, где-то здесь. Да, вот она. Фух, значит, у нас получается здесь что? Как я сохраняю данные. Здесь, честно, я уже давно в программировании, но как именно реализовать вот это вот все для меня было загадкой. То есть, чтобы не писать вот столько кода, мне было проще сделать какие-то такие типа подобие матриц. Значит, что я делаю? Вот написано, если рейтинга еще нет. Стоп. Короче, вот мы уже с вами разобрали что? Значит, мы разобрали HTML, стили и звездочки вот эти, это я прикреплю файлами и я пишу это все, это уже не особо интересно. То есть, если вы хотите конкретно узнать, на чем работают эти звездочки, то они работают вот она ссылочка. Скорее всего, там очень сложно будет разобраться, что к чему, насколько я помню, но в итоге у меня все получилось, как ни странно. Так, значит, на гите вот у них есть такие вот опции всякие там. Здесь даже можно выводить там разные смайлики, всякую, хрень. Значит, можно, в принципе, давайте, скачаем, но все равно там не нужен этот файлик. И я вам покажу, как все это выполняется. Сейчас откроется опера. Да, не бывает у меня маленьких уроков. Значит, вот, собственно, система оценивания. Здесь можно выставлять даже HTML элементы, такие как смайлы, в Винде 10, по крайней мере, они подтягиваются нормально. Дальше использовать различные такие вот фишки. И что было мне нужно, это вот эти вот звездочки. Тут они не анимируются, я их чуть-чуть анимировал. То есть просто добавил транзишны для них. Например, это можно сделать следующим образом. Оффера, закройся. Сделать следующим образом. Попробуем так. В общем-то, да. Вот. Теперь она начала анимировать. Значит, для этого класса добавить просто такой вот стиль в файлике ваших стилей. И теперь оно, видите, мягенько так. Все, в принципе, почти как здесь, да. Единственное, конечно, вот этот вот затык мне не нравится, что оно сразу, это уже такая мелочь.
Итак, мы научились с вами делать вот это все и отправлять вот сюда. Значит, сюда оно приходит и куда-то летит в базу. В базу оно летит каким образом? Значит, посмотрим. Ага, вот у нас Ajax контроллер наш. И здесь у нас есть индекс action. Значит, ну как бы сюда все прилетает у меня. И здесь я проверяю как бы такие вот штучки. Значит, получается, если это пост и XML HTTP request. Ну, также можно здесь добавить проверку, как вы видите. Если location, переменная, которая приходит в пост, содержит, ну, в моем случае тут был определенный сайт, и вот это вот переместить сюда. И здесь написать именно вот так: https site.org, ну, ваш сайт. Желательно, конечно же, при этом и использовать HTTPS соединение. Но сейчас мне это не надо, потому что я на localhost, и в продакшене, естественно, я это раскомментировал. Итак, доставка, вот у нас как бы идут комментарии. Значит, что мы делаем? Сначала мы получаем сервис or product, то есть услуги или товар. Присваиваем значение integer и чистим. Чистим мы вот такой вот штуку, в смысле я удаляю весь код вот таким вот образом. То есть я убираю, ну, некоторые из управляющих символов, переносы строки, пробелы, слэши, обратные слэши, точки, запятые и вот такие вот всякие штуки, которые мне не нужны, когда, допустим, я принимаю параметры какие-то цифровые. Также, естественно, я освобождаюсь от тегов, переконвертирую различные штуки в HTML сущности, хотя иногда я их и подрезаю здесь тоже на всякий случай. Также я, ну, вот прохожусь по этому массиву еще соответствия, если есть, то заменяю их просто на пустое место. И что же дальше? Если у нас получается services, то у нас есть 5 критериев, которые вы видите. И у нас получается вот пост. Опять же, я его очищаю. Пост с массивом вот этих вот оценок приходит сюда в итоге после соответствующих проверок. Здесь уже идет проверка на уровне сервера, то есть если, допустим, пользователь каким-то образом смог обмануть и не поставить здесь какой-то из критериев, то, ну, мне такая оценка не нужна, поэтому я решил еще на уровне сервера пройтись по этому массиву и проверить, есть ли здесь незаполненные поля. И получается, я JSON отправляю данные сюда. Ну, в принципе, здесь можно было написать JSON декод, но просто зачем, если можно сделать иначе. И я отправляю сюда ошибочку. Но я уже чуть-чуть сейчас по-другому делаю, поэтому как бы не сильно. Смотрите, в общем, сами. Значит, самое главное из этого то, что идет проверка на заполнение, а также я получается составляю массив, новый массив с оценками, то есть А соответствует первому критерию качеству, Б соответствует вежливости и так далее.
И дальше что? Опять же я чищу, да, если здесь получается у меня не услуга, а товар, то оценивается только один критерий, как вы помните, и естественно здесь уже массив из одного элемента, ассоциативный. Теперь я загружаю в базу данных вот эти вот все штучки, которые я сделал раньше. Значит, получается, если у нас пустой текст или же текст меньше 19 символов, то я выдаю опять же ошибку уже на уровне сервера и не пускаю комментарий, потому что, как мне кажется, комментарий меньше 19 символов, значит, изначально 1000, 19 это 79, 81, да? 81, то есть, если меньше вот такого вот количества символов, да, согласитесь, какой смысл в этом отзыве написать спасибо, но зачем такой комментарий нужен, на мой взгляд. Задать какой-то вопрос в любом случае будет больше 19 символов, это вы уже сами смотрите. Так, дальше у нас идет validate data get errors, опять это просто банальная проверка. Значит, проверка данных. Значит, у меня есть такая штука, как валидатор. Значит, где он тут у нас в паблике находится у меня, в смысле. Link. Russia. Вот, в принципе, он как бы такая нехитрая, незамысловатая штука, но не тупи, ситки. Значит, тут просто идут проверки на всякие там соответствия, это в принципе особо не важно. И что дальше? Значит, получается, мы сохраняем комментарий каким-то таким чудесным образом. Вот у нас получается, я создаю новый комментарий и его сохраняю. Естественно, здесь идет MVC, поэтому такая вот фигня. Что у меня тут в юзе? Models comments. Models comments. Короче, сохраняю этот комментарий. Значит, как вы его сохраните, это уже, конечно, ваше право. Здесь, опять же, смотрите, получается, у меня есть определенный рейтинг, который является array, массивом из 5 цифр от 1 до 5. И сама формула расчета вот такая вот. Вывод средней оценки не 5. А если 5, то мы, получается, вот так вот что делаем. Получается, смотрите, я здесь выяснил, какой у нас count. То есть, если 5 минус 0 будет 5, то есть у нас, получается, оценка получилась 5, то я использую вот этот вот цикл и, получается, добавляю FA star зелененький, а это вот у нас gray и FA star all, то есть прозрачные. То
есть получается, если, допустим, оценка 3, то мне надо добавить 2 таких звезды, 3 таких звезды и 2 таких звезды. Соответственно, вот по этим массивам я прохожусь и вывожу это все пользователю. Также я JSON encode все это загоняю в JSON и отсылаю как бы пользователю. Дальше я отсылаю, вот это, конечно, сейчас не надо, потому что оно все не настроено. Так, ну здесь просто идет отправка письма с помощью SwiftMailer, значит, тому поставщику, которому принадлежит данный товар. Ну и в принципе все. То есть фактически формула для расчета, она вот такая. Принимаем массив с 5 различными данными. Значит, я подготовил небольшую такую демонстрационную штуку, в которой, собственно, вот эту вот всю формулу вывел в одну функцию. Ну, в принципе, она уже была выведена, но дело в том, что для наглядности я вам покажу, как это вообще все выполняется. То есть сначала у нас есть массив с оценками, дальше у нас есть какой-то уже рейтинг материала, то есть он может быть даже 0, и соответственно у нас есть рейтинг count total people, то есть количество проголосовавших уже людей, в данном случае 5. И опять же у нас есть услуги или сервис, или товар, и в данном случае у меня услуги, так как 5 хочу я критериев получить, получается он у меня лежит в файле functions, вот. И я его использую в админке, когда обновляю рейтинг. Значит, здесь у нас, ну, в смысле у меня, получается следующая штучка. Заходят данные, да, здесь array, массив из 5 звездочек этих. Вот, получается, вот это вот приходит в виде массива. Допустим, придет 5, 4, 1, 1, 1. 5, 4, 1, 1, 1. 5, 4, 1, 1, 1. Значит, да, все правильно. То есть, получается, если здесь стоит единица, то она вес забирает на себя ровно половину от вот этих оценок. Получается, даже если все здесь пятерки, то у нас рейтинг меньше, чем если бы здесь были одни десятки. То есть вот такой вот тестик я, наверное, оставлю его. Вам как бы вот эта формула, получается, она проходит здесь. И если нам нужно оценивать только один критерий, соответственно, вот она же. Дальше что мы делаем? Сумму, которая получилась, мы умножаем на 5 и делим на 100. То есть получается процентное соотношение сумм, допустим, в принципе, сделаем вот так. Сейчас посмотрим, что тут у нас сумм. Копировать, вставить. D. Тынь. Зевсик, молодец, да. Integer 60, то есть здесь из сотни мы выбираем процент какой-то. Здесь у нас получается троечка. И в итоге вот у нас такой рейтинг получается. Значит, дальше, если рейтинг all
больше 0, то есть уже был оценен второй параметр, сумма равна rating all плюс sum. То есть, допустим, был общий 3,8 и деленное на 2. Среднее арифметическое мы выводим, был 3,8 плюс 3,5 деленное на 2, получается 3,65. Для последнего действия у нас тут либо отнимаем, либо прибавляем рейтинг. То есть получается, если у нас больше 5 рейтинг больше 0, то минус плюс приравнивается нулю, и, соответственно, сумма равняется рейтинг минус сумма, и тут рейтинг плюс сумма. Ну, чтобы он не был либо больше 5, либо меньше единицы. То есть ограничение получается 1-5. Вот такие вот дела. В принципе, как работает система именно звездочек, ну вот она. Как видите, система звездочек именно идет здесь. Идет, но это с GitHub, я уже показывал это все. И подключаю ее в итоге вот таким кодом, то есть используя шрифт фонд aus, ну, в общем, Ausum, не знаю, как он правильно читается, max value 5, step 0.5 и как бы init. Ну, при загрузке, в общем, все по нулю стоят. Символ base, то есть пустая звездочка. Если навели, если выбрали. Дальше selected symbol type T8 star. Ну, в общем, в принципе, это все можно опустить. Max value 6 что-то стоит, не знаю что. URL. Ну это получается, я что-то там тестировал и не, или же это, скорее всего, наверное, идет вместе с этой штучкой. Ну, в общем-то, значит, если услуги у меня, если товар, то, соответственно, я ввожу подключаю к вот этим всем штукам rate, то есть рейтинг и символ font awesome star, max value 5, step size 1, то есть, в принципе, это все можно опустить, убрать, просто для демки там поставлено все это, как бы запускается все вот этим вот просто скриптом. И здесь немножко стилей. Что у нас в итоге? В итоге у нас все это должно также иметь определенные стили, да. Фонд awesome или awesome, не знаю, как там он правильно. Так, rate hover. Rate, в принципе, очень много, конечно, стилей тут. Но самое главное, что это у меня идет таблица. Это таблица. Здесь в таблице у меня определенные штуки. Это комментарии. В
принципе, я это все оставлю файлами, ну, я думаю, вы разберетесь. Ну и, соответственно, здесь тоже, просто здесь нет такого пользователя с таким ID, как я поставил, видимо, поэтому не подгрузилось имя. Вот. Ну, в системе комментариев. В общем-то, такие дела. То есть получается, что, подытожим, у нас есть один основной файл, это форма отображения как бы рейтинга, да, из 5 этих показателей. Дальше эта форма отправляется в Ajax контроллер. То есть отсюда мы идем в Ajax контроллер а вот это вот все мы сразу высчитываем, как видите, этот рейтинг. Дальше формируем ответ, закодируем его в JSON и, получается, принимаем ответ на этой стороне. Так, есть вот success, console log d нам надо убрать. JSON parse у нас идет здесь, получается, если txt, то есть если у нас все в порядке из Ajax контроллера, как видите здесь txt success, то мы распечатываем вот такую штучку, где написано: ваш отзыв успешно добавлен после проверки ТРБ. Ну, там всякие анимашки. Дальше, если не success, то какая-то ошибка выводится. Убираем загрузчик. И значит, все это добавляется в базу с помощью вот этой вот штуки. Ага. Void array. В базу добавилось, получается, в базу добавляется изначально только комментарий. После того, как админ зайдет в админку, то есть аккаунт, административная панель, потом отзывы, допустим, здесь будет новый, вот, он нажмет новый, снят, опубликован, сохранит. После этого уже у нас есть файлик Ajax, в смысле админ product controller, и в нем идет следующее. Если я сохраняю add action, нет, comment controller, прошу прощения, значит, я сохраняю комментарий, edit action, вот он, edit action у меня, я его сохраняю следующим образом. Нахожу продукт этот, для отправки письма то есть когда админ у меня выбирает опубликован, я отправляю поставщику этого товара услуги сообщение о том, что так-то и так-то там добавлен отзыв о вашем товаре. И значит, вот самое интересное начинается здесь. Система рейтинга, собственно. Здесь у меня вот такое вот множество этих просто значений для того, чтобы как бы я просто для себя сделал так, чтобы не запутаться. Это можно было, может быть, как-то автоматизировать, но вообще у меня фантазии не хватило на уже это просто. Итак, значит, у меня есть здесь очень много переменных, да, как вы видите. И они все, естественно, соответствуют вот этим вот данным, которые я объяснял ранее. То есть
у меня есть рейтинг, как вы видите, calc total void service из функции, вот. Я передаю сюда этот массив. Где ты? Коммент контроллер. Я передаю сюда массив. Дальше рейтинг all 0. Рейтинг count total people 1. Это когда проголосовал только один. Если нет рейтинга, как видите. Если же рейтинг есть, вот здесь у нас получается уже я сюда передаю рейтинг 0. Продукт, это если продукт, если рейтинга нет. Теперь, если рейтинг уже есть, то рейтинг я конвертирую JSON, и уже, соответственно, каждому значению я передаю параметр из JSON. Это массив, мы добавляем в массив вот эти вот данные. Соответственно, тут уже, конечно, посложнее будет ситуация. Чтобы отправить в базу данных вот эти вот данные, всего лишь мне нужно вот столько кода. Да, я понимаю, может быть, это как-то можно, опять же, автоматизировать, оптимизировать, но для того, чтобы не запутаться просто, я решил сделать так. Значит, если у нас есть какие-то здесь данные, я их просто прибавляю к тому, что уже имеется, и отправляю в базу данных. Опять же, это только если один критерий, то есть у нас товар, а это если услуга. Получается, общий рейтинг у меня высчитывается вот этой вот функцией, где я передаю опять все те же параметры. Дальше рейтинг mark, это у меня что? Оценка каждого критерия. Опять же, я этой функцией, вот этой вот, я опять же получаю какое-то значение. Как бы все, по крайней мере, при моих тестах выполнялось правильно. То есть, там, где надо рейтинг повысить, система повышает его, там, где надо понизить, она повышает. То есть, важно понимать, что, допустим, если рейтинг 5, и следующий пользователь проголосовал на 5, то рейтинг остается неизменным. Но, соответственно, если рейтинг сейчас 5, а пользователь проголосовал на 1, то рейтинг получится 4. Если так очень просто объяснить, но на самом деле вот эта 4 зависит от количества людей, которые вот эту 5 сделали, понимаете? Наверное, я сейчас все это как-то визуализирую, чтобы было более понятно, потому что я понимаю, что такого, наверное, вы не хотели увидеть, а хотели что-то простенькое и быстренькое, но на самом деле, чтобы получить вот эту вот красоту, нужно вот это вот все через себя пропустить, понять и использовать в своих каких-то проектах, в своих целях. То есть фактически ничего сложного. Опять же, проходимся. Я добавляю какой-то рейтинг. Качество имеет наибольший вес. То есть даже если здесь будет единица, а здесь 5, то получается качество будет иметь 50%, а все остальные будут иметь также 50, только в совокупности процентов. Именно поэтому формула, она вот такая вот, где ты, Ajax контроллер, она вот такая вот громоздкая получается. То есть здесь, как видим, есть общий коэффициент и есть частный коэффициент. То есть для именно первого значения, здесь просто оно нулевое, потому что это массив, я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Для первого элемента массива, то есть нулевого качества, у меня качество. Все, давай, не выделывайся.
качество имеет вес 50%. Дальше мы все это загоняем сначала в базу, в комментарии. После того, как, после того, как модератор или администратор опубликует, только лишь при условии публикации, получается, я использую уже вот эту вот формулу, которая рассчитывает каждый элемент, опять же, либо прибавляя, либо отнимая в итоге от рейтинга. И уже это у меня находится в admin product controller, наверное, здесь, да. Нет, comment controller. Да, вот здесь. И использую я вот эти вот все десятки строк, чтобы обновить как бы рейтинг продукта. Но в данном случае это получить вот эти вот все значения в rate product. То есть, допустим, у вас здесь будет какая-то там articles, например, да, как здесь, например. Вы просто добавляете в своем PHP MyAdmin таблица база данных. Да, вот здесь где-нибудь добавляете. Добавить столбец. Ну, чтобы это продемонстрировать наглядно, я открою сейчас PMA. Конечно же, root без пароля. PMA открою, и вы в любое место засовываете rate, но кроме этого вам нужно будет создать базу данных, в смысле таблица базы в базе данных с вот такими вот штучками. Как бы мне сюда я еще использовал, получается, users, но пользователи. То есть у меня зависит, естественно, от пользователя все. То есть, по сути, вы можете использовать только, допустим, комментарии и product rate. Он у меня, допустим, после date pub, то есть дата публикации. Вы можете создать уже как-то по-своему. Но здесь главное понять логику и структуру данных. То есть, JSON, который здесь очень такой страшный кажется, на самом деле он в итоге выводит вот это вот всю эту красоту. И то есть пугаться ничего не надо, просто берите и используйте. Если у вас возникают какие-то вопросы, задавайте в комментариях там, или пишите куда-нибудь, мне там в ВК, не знаю, на почту. И вот, значит, еще раз пробежимся по всему. Сначала мы показываем форму. Этот файлик com html.php. Вот, значит, я показал форму. Вы можете ее по-всякому показать. Вы можете ее не по Ajax поднажать, а уже, вместе с чем-то там. Показали форму. Вывод звездочек осуществили. Свои показатели. Вы можете тут, допустим, добавить какой-то показатель. Или же уменьшить степень важности. То есть, допустим, у меня этот показатель имеет степень важности, то есть равную остальным всем. То есть 50%. Вы можете здесь изменять, но главное, чтобы в сумме вот это все давало 100. И это тоже. Это не трогайте, а вот здесь и меняйте. Допустим, если вам надо везде десятки, просто поставьте там или как-то так, чтобы каждый из критериев имел одинаковый вес. У меня сейчас здесь 50% имеет именно первый вес, и он определяющий по сути. Значит, мы отправляется все изначально в Ajax контроллер сюда. Я вам его, как есть кинул. Значит, вот это вот запомните, setcam. Вот я принимаю это все, неважно, как здесь все обрабатывается. Главное, в плане того, что желательно, конечно, интер оставить, а вот это вот вы уже можете выпилить все. Потому что, по сути, здесь
чисто цифры, можно просто поставить интеджер, но главное, чтобы вам не подсунули сюда отрицательные там значения или флоты какие-нибудь. Вот. А так, в принципе, дальше мы, неважно, как вы будете загружать это все в базу, у вас может быть какие-то свои способы, но главное, чтобы это все попало в итоге в базу данных. Значит, коммент модель, админ, нет, тут есть даже коммент модель, вот. Это все я прикреплю в архивчике, все эти данные, все эти файлики, вы можете их поклацать. Дальше. Каким образом мы все рассчитываем? У нас есть коэффициенты, опять же, я про них рассказывал. Дальше, в принципе, вот это вот непереводимый набор слов, если вы хотите, вы можете, допустим, здесь сделать вот так var_dump и rating integer, да, и посмотреть, какие данные здесь выходят. Но поверьте, здесь здесь все оптимально сделано так, как надо. Дальше я отправляю, то есть после того, как я нажал отправить, мне нужно же погрузить, я погружаю уже вот сюда, вот чуть-чуть выше, да, комментарий, тот, который я отправил. То есть сейчас я покажу. Значит, отправляю. И, как видите, ваш отзыв успешно добавлен после ТДДД. И здесь у меня идет вот такая штука, то есть предупреждение о том, что комментарий пока еще не опубликован и будет на проверке. То есть, как видите, здесь верстка такая, что если даже вот такая хрень добавится кем-то, то оно не будет плыть сюда. То есть я прочувствовал эти моменты все. Опять же, здесь я вывожу среднюю оценку пользователя. То есть он оценил там, допустим, 5 критериев, а я вывожу только среднюю оценку. То есть, смотрите, получается, вот данные у меня pub, сейчас я перевожу, 2 это у меня новый, 1 это опубликованный, 0 это снятый. Пусть будет здесь 8, допустим. Получается, изначально у меня комментарий прилетает в ком и находится здесь с вот этими вот оценками. И только после того, как админ зайдет в админку, увидит отзывы, ему-то приходит не смс, а email, он увидит, и после того, как он только опубликует здесь, я-то уже это в базе сделал. Кстати, да. 2 это новый. И здесь я сейчас перезагружу, получится новый опубликован. После того, как я сохраню, уже срабатывает вот этот вот файлик comments controller, где edit public function edit action у нас создается, и уже он обновляет в базе данных в конкретном продукте, а именно у меня среди 437 сейчас, вот этот вот рейтинг. То есть, как можно видеть, он меняется. Сейчас я изменю чуть-чуть, вот, и получается тынсь. Но пока он не изменился, потому что я не сохранял, видимо. Теперь я обновлю F5 и посмотрим, что получилось. Это предыдущий, это новый. Тынь. Да, вот получается, смотрите, рейтинг обновился, и здесь у меня хранятся флоаты, в принципе, по сути, можно их обрезать до какого-то там знака, все это сделать. Мне как-то было абсолютно все равно, сколько тут после запятой, поэтому я особо не заморачивался. И получается, вот только после того, как я нажму здесь сохранить, рейтинг в товаре обновится. Соответственно, он
теперь доступен и во фронте. То есть был 3.29, теперь 3.30, соответственно, здесь показатели изменились. Это все стили я все скину, и, соответственно, HTML тоже. Вот, отзывы я опять могу добавить, как видите, по Аяксику подгрузилась эта форма, и все пошло заново, где делись. Ага, то есть что-то пошло не так. Так, тынсь. Значит, получается, вот это все надо, пусть будет. Еще раз пробуем, чтобы не было ошибочек. Да, вот, как бы, получается, я зря убрал. Вот это только тестовая фигня-то не была нужна. То есть вот эта вот фигня, она была не нужна. И оставляем только это и сохраняем. То есть все эти файлики будут у вас. Также файл стилей. Я отдельно, видимо, наверное, создам такую страничку демонстрационную. Вот. Ну, в принципе, я думаю, максимально понятно объяснил все. Ну и, соответственно, вот это вот все хранится в базе данных. И получается, ну, очень удобно. Смотрите, у нас есть только одна таблица, как бы, которая хранит все отзывы. Отзывы обновляются только тогда, когда их опубликуют и проверят. Но это опять же логично, потому что, ну, во-первых, могут написать какую-то чушь, во-вторых, могут специально занизить оценки, ну, разные ситуации бывают. Поэтому я сделал именно так, чтобы после проверки администратором-модератором обновлялся рейтинг у конкретного продукта, ну, а именно у услуги. И имеет он вот такие вот сейчас значения. Значит, опять же, вот это вот все, это, ну, на ваше усмотрение, как бы делать, не делать. Получается, это количество оценок каждой звездочки. То есть, я, допустим, добавил здесь 5. У меня сюда добавилось 1, то есть f это 5. У меня сюда добавилось 1. Сюда я добавил 1. У меня здесь добавилось, ну, это изначально, допустим, у меня здесь добавилось 1. То есть от 5 до единицы, каждый из критериев я также сохранил в базе данных, чтобы потом, ну, в будущем, допустим, когда мне захочется, я могу вывести здесь, допустим, количество и еще отдельную ветку по каждому из оценок. То есть за единицу проголосовало столько человек, за двойку проголосовало столько, за тройку столько, за четверку столько и так далее. Вот. Но в принципе все. Самое главное это понять формулу. А формула, она очень простая. То есть у нас есть массив данных. Эти данные также передаются, в смысле, в эту же формулу передается количество человек, в смысле рейтинг общий, количество проголосовавших, услуга или товар. И после этого ну, вот здесь где-то, нет, вот здесь это все получается каким-то таким чудесным образом работает правильно, выполняется точнее, и добавляется в базу данных и выводится на фронт сюда. То есть я создам, допустим, отдельную страничку какую-то, возможно, демочку, где вы все это сможете попробовать. На этом все. Очень признателен за просмотр, если вы дотерпели до конца. Если будут какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте, спрашивайте. Я почти 24 часа доступен в сутки. Если я смогу вам, то, естественно, отвечу. Все, ребят, чудес вам.
Удачи там. Пока. Забыл еще показать вам view. Собственно, он-то и небольшой, но, конечно, он очень важный. То есть, смотрите, опять же у меня разделение на товар-услуги. Я получаю из моего продукт-контроллера все данные из таблицы, декодирую с помощью JSON, и, собственно, у меня получается такой вот объектик. Я округляю до 2, что-то там. Я вообще округляю, то есть проверяю на вывод количество звезд для вот этой вот штучки. То есть вот эта вот штучка, она вот здесь вот выводится вот таким образом. То есть опять здесь мы циклы идут дальше. Вычисляю процент. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы вот эта вот штучка двигалась либо туда, либо сюда. То есть, как видите, right. Справа я отодвигаю ее на определенное количество процентов. То есть, как видите, она имеет абсолютное позиционирование, и просто я ее двигаю то вправо, то влево. Как раз эта штучка подходит для того, чтобы визуализировать такой вот график, как бы. Ну и все. Здесь уже идет общий рейтинг, всего проголосовало. И разделение, опять же, это если один товар, в смысле, если только товар, то один всего проголосовало и общий рейтинг выводится, а если услуга, то вот такая вот визуализация идет. В принципе, все.